Добрый день, дорогие друзья, гости канала, мои любимые зрители. Ну что, 29 апреля, Ташкент. И сегодня я нахожусь в центре нашего города. Да, сзади меня знаменитая гостиница Ташкент. Сейчас это Lotte City отель. Да, и я хочу вам показать, как здесь реконструировали театральную площадь. Ступеньками, где мы прошлись, сделали такие скамейки. Очень много у нас сейчас здесь поливочных систем. И сам фонтан. Смотрите, какая красота. Фонтан работает. Да, и чем ближе подходишь, и вот эти брызги, вы помните, да, кто здесь проживал, кто жил, да даже кто живет, приходите сюда, смотрите, как здесь здорово. Может быть, он немножко видоизменился в плане того, что здесь поставили новые такие пульверизаторы. И, может быть, цветок самого фонтана, самого распыления немножко другой. Но согласитесь и ощутите эти брызги вот сами, когда вы сюда придете, вы ощутите те же брызги, которые вы чувствовали раньше. Да, фонтан на Театральной площади запустили, что радует. И он вот в такой красе сейчас представлен. Да, на меня падают брызги. Да, как много лет назад, когда мы сюда с мамой приходили, я был маленький, те же ощущения. Да, газоны политы везде, включены поливалки. Гостиница Ташкент на месте. Чинары тоже на месте, слава богу. Очень много скамеек. Да, вот смотрите. Вот это да, такая красота. Да, ну и знаменитый фонтан. Он тоже на месте. Его реконструировали, сделали ремонт. Я когда как-то показывал, что мы ходили здесь, проходили где-то зимой. Да, здесь начинали строительные работы. Но сейчас это вот такая вот красота. Да, пойдем дальше. Буду вам показывать некоторые моменты в Ташкенте. Чисто для ностальгии для наших зрителей. Да, я думаю, вам будет всем приятно увидеть Ташкент, как он поменялся, как он модернизируется. Ну, даже такая вот, как бы, может быть, незначительная мелочь, как реконструкция фонтана, видите, она очень радует. По крайней мере, меня точно. Да, какое-то время он не работал, мы все так взгрустнулись о том, что фонтан прекратил свое существование. Нет, он был на реконструкции, и сейчас все хорошо. И вот такую красоту мы можем наблюдать. Да. Вот так. Театр оперы и балета также на месте. Если не ошибаюсь, он тоже, да, где-то подкрашен, где-то его подлатали. Вот. Так что все здесь очень красиво. ЦУМ тоже на месте. Да, вот здесь вот сделана брусчатка, обратите внимание. Раньше здесь в советское время можно было заехать на автобусах, здесь была проезжая часть. Вот, сейчас здесь проехать нельзя, но если только отодвинут вон те круглые такие для цветов клумбы, то проезд здесь откроется. А так мы на Театральной площади в Ташкенте 29 апреля. Сегодня чуть-чуть отпустило, вчера было 40 градусов. Сегодня чуть-чуть такой ветерок есть. Аж приятно ходить, но солнце уже подпекает. Что не говори, что не говори. Да, в Ташкенте уже лето. Уже лето. Ну что, пойдемте дальше, прогуляемся. Да, видны здесь еще строительные вагончики. Ну вот, знаменитый театр имени Алишера Наваи. Следующая локация нашей прогулки – площадь Бишагач. Надо быстрее пробежать, а то тебя собьют нафиг. В Ташкенте не уступает дорогу пешеходам. Хотя камеры будут штрафовать, я недавно говорил об этом в новостях наших. Но лучше пробежать. Да.
Ну, немножко воспоминаний, потому что эти дома вы точно помните напротив. Да, вообще мне тоже нравится строение эпохи сталинской постройки, сталинской эпохи. Сейчас таких домов уже не сделают, уже не строят. Смотрите, как красиво. Ну, наверное, там располагался, да, детдом. Видите, все посносили. Единственное здание, это вот это двухэтажное осталось. Ну и эти знаменитые четырехэтажки сталинской эпохи с колоннами. Они на месте. Пока на месте. И радует глаз. Дорогие наши зрители, если вы когда-то либо учились, работали или просто знали об этой музыкально-художественной школе-интернате в детском доме номер 20, Гума продают. Вот, пожалуйста. пожалуйста, поделитесь своими воспоминаниями и комментариях. Ваши истории бесценные могут сохранить память о тех временах. Да, мясокомбинат же где-то здесь был, да? И оттуда были ухо, горло, нос, знаменитые пирожки развозились. И на эти точки, вот здесь, где под колоннами здания, и другие районы города. Даже в Черчик возили. Как кто-то вспомнил. Да, вот такой портал, смотрите, высокий вход во дворы, да? Ну и вход в Комсомольское озеро, конечно, не узнать. Magic City. Зато здесь какая красота. Ну что, друзья, следующая наша локация, да, гостиница Тата, С1 и 6-й роддом. Ну что, друзья, мы возле гостиницы Тата. Да, и посмотрите, какой туннель из деревьев у нас здесь. Да, чинары слева, справа, вернее, слева у нас дубы, справа чинары. И вот такая дорожка получается в тени. Да, гостиница Тата слева. Справа у нас С1. Да, ну а мы идем в сторону детского мира. Да, вот так это выглядит сейчас. Мы в детский мир не пойдем, мы пойдем в обратную сторону. Я вам покажу, кто родился в 6-м роддоме, помните? Да, 9-этажное здание, кажется, если не ошибаюсь, 6-го родильного комплекса находится через дорогу, вот, получается, от гостиницы Тата. Да, вот здесь вот через дорогу раньше находился магазин «Березка», где продавались по чекам, да, какие-то товары. Вот такие дубы. Да, надеюсь, что эти деревья у нас еще долго будут стоять, потому что, смотрите, какая тень от них. Ну и вообще, когда деревья в городе, это очень здорово. Город обретает некий уют. Ну а мы потихоньку подходим к перекрестку. Да, 6-го роддома. Вон там, через дорогу.
Вы знаете, да, друзья, что шестому роддому в этом году 66 лет. Ташкентский родильный дом номер 6 был открыт в 1959 году прошлого столетия. Изначально он располагался в здании нынешнего музея здравоохранения Минздрава Республики Узбекистан. А с 60-х годов в трехэтажном здании бывшего общежития на Первомайской улице и был развернут на 150 коек. С 59 по 86 года в состав родильного дома входили 3 женские. Родильный дом состоял из физиологического, сомнительного, 2 гинекологических и 2 детских отделений. В 1984 году начала функционировать круглосуточная биохимическая лаборатория. Со дня основания роддома и до 1993 года главным врачом работала Осипова Евгения Николаевна. К 90-м годам в родильном доме насчитывалось 330 коек и работало около 600 сотрудников. В феврале 1987 года в эксплуатацию был сдан новый 8-этажный корпус, который мы видим сейчас перед нами, вот он стоит, в котором функционировали следующие отделения: родильное, физиологическое сомнительное, патологии беременных, детское физиологическое сомнительное и реанимационное. 2 гинекологических отделения остались в старом трехэтажном здании, капитальный ремонт которого завершился в 1988 году. Успеем, да? Надеюсь, мы успеем. Да. Оп. Здесь находится памятник туркменскому поэту Махтумкули. Вот эта вся улица, она сейчас так и называется, имени Махтумкули. Вот его памятник. Ну и сделан такой красивый маленький сквер, да? Ну а он находится рядом, видите, с 6-м роддомом. Вот. Дорогие друзья, надеемся, что наша короткая экскурсия по Ташкенту подарила вам приятные воспоминания и немного тепла. Как всегда, мы ждем вас на следующих совместных прогулках. И, конечно же, ваши истории и воспоминания, комментарии для нас очень важны. Ну что, до скорой встречи. С вами были Рустам Камилов. Всего доброго и пока-пока.